Всем привет, с вами Кира Котова, и сегодня мы поговорим на тему, которая волнует моих любимых зрителей. Это про Махидевран Султан, а именно про историю правления Махидевран в жизни Сулеймана. Стала ли она его женой и с чего все начиналось? Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик, с нами будет еще интереснее. Итак, Махидевран в начале своего пути имела имя Мальхуруб. В каком году и где родилась наша Махидевран, неизвестно. Но предположительно, что она из знатного рода и является черкешенкой. И есть предположение, что она могла быть родственницей матери султана Айше Хафсы Султан. Хотя Айше не являлась настоящей матерью Сулеймана, более подробнее вы можете увидеть по ссылке в подсказке выше. В гарем она попала совсем юной девочкой. Многие послы описывали ее как очень красивую женщину с бездонными карими глазами. Когда Махидевран приехала во дворец к Сулейману, он еще не был султаном, но у него был свой гарем. В нем находилось более 10 наложниц, и в то время как раз его фаворитками были две девушки, одной из них была Гюльфем, которая родила первенца Сулейману. К сожалению, он умер во младенчестве. После этой трагедии Сулейман заметил Махидевран. Султаншей она стала после того, как родила Шехзаде, сына Мустафу. Девушка родила наследника в 1515 году. Радости не было предела. У Махидевран от Сулеймана был не один ребенок, как показали нам в сериале «Великолепный век». В источниках есть сведения о 2 мальчиках и 2 девочках. Но, к сожалению, информация неточная, и она подвергается большому сомнению. Махидевран получала жалование, но оно было меньше, чем у других фавориток, всего 4 ахче в день. К сожалению, почему так было, историкам до сих пор неизвестно. В 1520 году умер отец Сулеймана, и Шехзаде обязан ехать в Стамбул, чтобы предстать тому же султаном Османской империи. В тот момент Сулейман был последним 10-м султаном из сильнейших. После Сулеймана начнется век правления слабых и ленивых султанов и начало женского султаната, что очень сильно пошатнет Османскую империю. После того, как Мустафа становится единственным наследником из-за смерти сыновей Гюльфем, которые погибли от оспы, Махидевран получает статус Башкадын. Это означает главная жена и вторая женщина после Валиде. В период 1517 года и 1520 в гареме появляется Хюррем. Это произошло еще до правления султана Сулеймана, в момент того, когда он еще был Шехзаде. С того момента Махидевран уже начинала конкурировать с Хюррем. Через 6 лет после восхождения Сулеймана на престол Махидевран стала уступать в сражении за сердце Сулеймана. Многие историки предполагают, что проигрыш был связан из-за вечного недовольствия султанш. В тот момент, когда Хюррем была веселой и улыбчивой, именно из-за этого Сулейман и дал ей имя Хюррем. В 1533 году Махидевран совершает большую ошибку. Она дерется с Хюррем, тем самым дает ей все карты в руки по ее устранению. Конечно же, Хюррем пользуется этим и показывает Сулейману, как сильно ее избила Махидевран. Есть большие споры вокруг того, выгнал ли Сулейман Махидевран из гарема или нет, так как после драки у Махидевран рождались дети от Сулеймана, значит, она могла остаться в гареме. Мустафа вскоре отправился в Манису. Махидеврану и ехала с ним. На этом ее правление в сердце Сулеймана закончилось. К сожалению, жизнь Мустафы оборвалась трагично. Его казнил Сулейман в подозрении за предательство. Махидевран уезжает в Бурсу. Из-за того, что Сулейман считал, что Мустафа предатель, и начали появляться лже-Мустафы, он подумал, что во всем этом принимала участие Махидевран и лишил ее всех денег. Женщина жила очень бедно. Султанша умерла примерно в 80 лет. Она пережила всех своих родных и врагов. Похоронили ее в мавзолее Мустафы. Что вы думаете по этому поводу? Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. С нами будет еще интереснее. Хасыки Махидевран Султан Хазрет Лири!
Добро пожаловать, госпожа. Шахзаде, я ни на минуту не хочу с вами расставаться. Ты всегда будешь рядом со мной. Госпожа? Госпожа, все в порядке?